Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. 4 реактора украинских АЭС встали на срочный ремонт. Впереди отключение электроэнергии. Сколько энергоблоков сейчас работает на Украине и как себя чувствует Энергоатом? Борис Леонидович. Давайте начнем с того, что просто вспомним, что у нас находится на территории подконтрольной Киева на день сегодняшний. Там 9 атомных энергоблоков на 3 электростанциях. Запорожская АЭС на нашей территории, и про нее надо размышлять отдельно. Ремонты не срочные, планово-предупредительные. Они с тем топливом, которое поставляет Вестингаус, должны проходить ежегодно. Это отдельная тема, что если для компании Westinghouse топливо для советских реакторов, ВВР-1000, ВВР-440, это атомные блоки советского дизайна, российского дизайна. Для них это новинка техническая, и тут попасть бы в эксплуатационные характеристики хоть как-то, то для Росатома это традиционное топливо, его многократно модернизировали, шлифовали экономические характеристики, физические характеристики. Достаточно того, что если топливный цикл для вестингаузского топлива 12 месяцев, то последние по времени модели топлива от Росатома для ВВР-1000 это уже 18 месяцев. Почувствуйте разницу. Это и другая глубина выгорания и так далее. Сколько блоков конкретно находилось в планово-предупредительном ремонте? Если вы меняете топливо на водно-водяном реакторе, это значит, что вы остановили его работу, потому что вы иначе, как снять крышку и поменять топливо, его установку, не получается. Если судить по обрывочным сведениям, поступающих от бывших министров энергетики Украины, в планово-предупредительном ремонте было 5 блоков, 14 мая один из них запустили. Причем даже не очень понятно какой. То ли ВВР-440 на Ровенской атомной электростанции, то ли ВВР-1000 на любой другой. Но, тем не менее, если судить по объемам импорта электроэнергии, да, было видно, что они достаточно резко выросли, и видно небольшое снижение. Это если внимательно следить за данными, которые публикует сайт НСОЭ, это Ассоциация компаний операторов Объединенных энергосистем Европы. Всем остальным видимо, информации, которые поступают из города Киева, я лично верить отказываюсь. У меня такое впечатление, что там дело даже не только в том, что идет информационная война, там далеко не все понимают, что у них вообще происходит. Немножечко в таком расшатанном состоянии. Как-то так. На что это могло повлиять? Вероятнее всего, в условиях энергодефицита и роста поступления электроэнергии из Европы скакнули цены. Вверх, разумеется. Потому что по-прежнему стоимость электроэнергии, тарифы на электроэнергию в Европе выше, чем на территории подконтрольной Киеву. Если электричество приходит из Европы, соответственно, надо повышать цены для конечных потребителей со всеми отсюда вытекающими. Но известно, что Украина и Европа, там платежеспособность и бизнеса, и населения за эти годы многократно выросла, ничего страшного не произошло. Они богатые, они могут себе позволить. Борис Леонидович, возвращаясь к Вестингаузам, и все-таки на Запорожской АЭС применялось топливо от Вестингаус. Какое топливо будет применяться там? И в каком состоянии реактор это? Реакторы, судя по тем данным, которые дает Росатом и инспекторы МАГАТЭ, в полностью исправном состоянии, все в полном порядке, но они в режиме холодного останова, то есть электроэнергия не вырабатывается. Холодный останов – это значит, что работают циркуляционные насосы, которые обеспечивают охлаждение топлива и обеспечивают охлаждение бассейновой выдержки, в которых находится облученное ядерное топливо. Вот это на самом деле все. То есть то топливо, которое поступило от Вестингауза, оно было загружено в 4 из 6 энергоблоков. Грубо говоря, просто находится в режиме постепенного остывания, так скажем. То есть, несмотря на то, что электроэнергия не вырабатывается, ядерные процессы распада там происходят, температура растет, но если вода циркулирует, значит, все в полном порядке. Можно не доверять российским данным, но поскольку инспекторы МАГАТЭ слово в слово эту информацию подтверждают, значит, все в порядке.
Что делать с американским топливом? Если следить за высказываниями генерального директора Росатома, то была уже высказана обеспокоенность американских специалистов, что из-за того, что на день сегодняшний оператором Запорожской атомной электростанции является Росатом, Росатом проникнет в тайные технологии производства этого топлива. Комментарий Лихачева, абсолютно логичен. Наше топливо со всех сторон лучше, и нам до вашего топлива вообще дела никакого нет. Хотите, забирайте. Но забрать они не могут. При всем желании компания Westinghouse зарегистрирована в Соединенных Штатах, значит, обязана подчиняться законам, которые в этой стране есть. А с 70-х годов на законодательном уровне облученное ядерное топливо приравняли к высокоактивным отходам, переработке не подлежат, импорту, естественно, высокоактивные отходы тоже не подлежат. На всякий случай напоминаю, что любая страна, любая компания, которая согласилась на получение топлива от компании Westinghouse, все проблемы, касающиеся облученного ядерного топлива, обязаны решать самостоятельно. Дело не в том, что американцы не хотят делиться технологиями, у них их просто нет. И быть не может, потому что если объявлено, что облученное топливо – это высокоактивные отходы, какие же тут технологии переработки? Зачем это надо? Это уже отходы, что с ними делать? Надо только закапывать, строить геологическое захоронение и так далее, и так далее. Какова судьба? Опять же, высказывание Алексея Лихачева достаточно дипломатичное. Понятно, что американское топливо в любом случае придется извлекать. Работать с незнакомым топливом ни малейшего желания, естественно, ни у кого нет. Когда операция по выемке этого топлива завершится, будут ставить, разумеется, наше топливо от Росатома, знакомое, предназначенное конкретно для реакторов ВВР-1000. Долгое время на Запорожскую атомную электростанцию именно такие поставлялись. Но вообще, если с технической точки зрения, то по Запорожской АЭС технических проблем впереди достаточно много. 4 реактора, заполненные чужим топливом. Слава богу, американские специалисты оставили свои перегрузочные машины, хвостовик тепловыделяющей сборки, то есть то, за что можно уцепиться, чтобы извлечь топливо из активной зоны, немножечко по-другому сконструировано, но соответствующая машинка есть, значит, извлечь можно будет. Что с ним должно происходить дальше? Если есть необходимость, оно еще какое-то время должно провести в бассейне выдержки, а дальше следующий этап обращения с этим топливом, облученным топливом, конкретно на Запорожской атомной электростанции, это перемещение в сухое хранилище. Оно построено, о нем, надеюсь, многие слышали. При этом стоит обратить внимание на то, что строительство сухого хранилища облученного ядерного топлива было запрограммировано заранее. Перерабатывающие мощности Министерства среднего машиностроения бесконечными не были. Было понятно, что с такой скоростью перерабатывать не успеваем. Надо дополнительное хранилище. Хранить на маяке, собственно говоря, было известно, сколько атомных электростанций построено, было известно объем, который подлежит хранению и дальнейшей переработке. Нужна была дополнительная площадка. Ее запроектировали, но построить при советской власти не успели. После 1991 года, надо отдать должное, украинские специалисты эту проблему решали самостоятельно. Решали весьма профессионально. Чувствуется советская ядерная школа. Был действительно проведен тендер. Выиграла его американская компания «Нукем», известная в атомном мире, весьма квалифицированная, хорошая инженерная команда. Опыт имелся, такие же сухие хранилища облученного ядерного топлива они строили у себя в Соединенных Штатах. Отдельная проблема, почему это потребовалось, но это мы сейчас за хронологические рамки выпуска выскочим. Это сухое хранилище предназначено для хранения облученного ядерного топлива в течение 50 лет. Как оно выглядит, вы видели. Облученное ядерное топливо, ТВС, извлекаются из бассейна выдержки, помещаются в специальные пеналы. Пенал заполняется инертным газом, аргоном, по-моему, в случае Запорожской атомной электростанции, запечатываются, помещаются внутрь большой толстостенной трубы и ставятся вертикально в хранилище. Это достаточно, на мой взгляд, остроумное инженерное решение. Все равно какие-то ядерные процессы продолжаются, температура все равно растет, ее снимают за счет самой обычной естественной тяги. ТВС стоит вертикально, дырочка снизу, вот тебе тяга, потоки воздуха спокойно снимают всю эту температуру.
Другое дело, что в связи с теми событиями, которые мы в Запорожской области наблюдаем, пришлось немножечко напрягаться. Нет крыши у хранилища, соответственно, нужно опасаться прилета неопознанных летающих объектов всевозможных. Сейчас фотографии нам не показывают. Это значит, что каким-то образом это ликвидировано. Возникла ли там какая-то специальная сетка или несколько слоев сеток, чтобы БПЛА не прилетело, чтобы артиллерийские снаряды не побеспокоили. Но, тем не менее, на ближайшие 50 лет об этой проблеме можно будет забыть, и за это время, не торопясь, разрабатывать технологию, которая позволит придумать способ обращения с американским облученным ядерным топливом. Для своего топлива у нас технологии переработки есть, для американского нет. Придется разрабатывать это хлопотно, с одной стороны. С другой стороны, вот тот временной промежуток, который есть, благодаря наличию сухого хранилища облученного ядерного топлива, позволяет, не торопясь, спокойно, без спешки думать, прорабатывать, проблема будет решена. Вот какая-то такая обстановка вокруг. Борис Леонидович, а есть ли какие-то другие мировые значимые атомные новости за последнее время? Ну, в принципе, мы вот в прошлом году пытались делать регулярные обзоры. Может быть, ситуация с нашими студиями позволит вернуться к этой практике. Но давайте коротенько пробежимся. Были новости европейские. Поступили они из Чехии. Чехия, которая провела тендер, из которого по политическим причинам исключила Росатом, и китайские атомная корпорация объявила победителем южнокорейскую КНХП, Korean Nuclear Hydropower, составная часть холдинга. Вот название холдинга запомнить намного проще, потому что аббревиатура у него КЕПКО. Korean Energy Power Corporation. КЕПКО. Почему Кепка, а не французские атомщики, не тот же Вестингаус? Ну, чехов можно понять. Опыт строительства атомных электростанций у них имеется. Напомню, что некогда государственная ЧЕС, чешские электрические заводы, не буду пытаться повторить это по-чешски, имеют лицензию на производство оборудования для реакторов ВВР тысячных. Они этим занимались, они опыт имеют. И, естественно, соглашаться с французскими технологиями, они, конечно, развиваются. Если в Финляндии атомную электростанцию устроили 18 лет на базе французского реактора ЭПР-1600, то при строительстве у себя дома во Франции шаг вперед уже сделан. Уже не 18 лет, а 17. Не исключено, что следующий энергоблок вообще за 16 лет удастся построить. Но почему-то вот не соблазнились чехи французским шармом. Атомные электростанции по технологиям компании Westinghouse. Здесь тоже те, кто действительно в теме, знают, что компания Westinghouse на день сегодняшний – это около 350 очень опытных инженеров, которые действительно способны разработать проект. Они хорошо знакомы с собственной технологией, но строительством они не занимаются. На мировом рынке реакторостроения компания Westinghouse после 2016 года, то есть после очередного своего банкротства, не замечена. Достраивались старые. Предыдущие владельцы одолели строительство 4 энергоблоков на базе реактора АП-1000 в Китае, но ничего нового они не начинали. Если посмотреть на то, что удалось достроить заказчику в самих Соединенных Штатах, а это первый случай в истории мировой атомной индустрии, когда заказчик превратился сам для себя в генерального подрядчика. Вогель, атомная электростанция, 14 лет строительства, удвоенные расходы по смете, тоже чехам не понравились. Они решили, что они могут совершенно спокойно подписать договор с корейцами. Корейцы, в отличие от американцев, от французов, у них опыт есть. Они совсем недавно построили атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах, АЭС Баракка. Но в сроки уложились, замечаний нет, вроде бы все хорошо, можно строить. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Отдельная просьба ко всем тем, кто хотел бы видеть регулярные вот такие атомные обзоры. Пишите в комментариях, пишите в замечаниях. Обязательно прочитаем, обязательно примем во внимание. Всем всего доброго.